Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами продвижение освободительной кампании на Шане и угрозу потери демократической космической станции из-за воздействия спор мрака. Недавние комментарии гейм-директора студии Arrowhead касательно старта закрытого бета-тестирования среди обычных игроков, периодичности выхода обновлений и нового контента, исправления багов и уменьшения размера игровых файлов, а также другие наиболее интересные темы. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Начнем обсуждение свежего интервью гейм-директора студии Arrowhead Микаэля Эриксона с вопроса, почему многие критичные баги, например, проходящие сквозь текстуры противники или блокировки терминалов, которые существуют в игре чуть ли не с релиза, до сих пор не исправлены. Я считаю, это здорово, что игроки чувствуют, будто уже понимают, к чему мы стремимся. Это отличный знак. Я рад это слышать. Что касается вопроса, почему мы до сих пор сталкиваемся с некоторыми багами, которые с нами уже давно, думаю, могу сказать, что создание игр довольно сложная задача. Иногда у нас получается, иногда нет. Это как Шамс. Очень метко сказал раньше, что иногда у нас все получается отлично, но иногда мы также что-то ломаем. И мы действительно сломали много всего. И ломая что-то в игре, мы также можем подорвать доверие игроков. Так что это просто во всех смыслах плохая ситуация. Почему мы до сих пор сталкиваемся с этими проблемами? Причин этому множество. Одна из причин — мы действительно очень увлечены тем, чтобы эта игра продолжала существовать. Поэтому обновлять игру всем тем контентом, который мы запланировали, это то, к чему мы действительно относимся с большой страстью. И нам очень нравится, когда мы это делаем, а игроки вовлекаются в новые события. Они вовлекаются в сюжет и помогают формировать его вместе с нами, как я уже говорил в прошлый раз. Это все очень круто. Но, конечно, это отвлекает нас от решения проблем, которые есть в живой версии игры. И, знаете, в значительной степени это моя ответственность. Мы слишком много внимания уделяли созданию нового и недостаточно исправлению существующих проблем. Сейчас мы пересматриваем этот подход и корректируем его. Знаете, вы привыкаете работать определенным образом, когда мы продолжаем позволять себе то, чего на самом деле не должны позволять. И поскольку нам это сходит с рук, мы просто привыкаем к этому и продолжаем разрабатывать игру, как обычно. И в конце концов, как сейчас, мы видим, что начинаем трещать по швам. И, к сожалению, это происходит не в одном месте, а сразу во многих местах. И я думаю, что когда мы проводим ретроспективы и оглядываемся на наши процессы до этого момента, мы видим, что, да, признаки были здесь все это время. И сигналы от сообщества, и сигналы, что звонки поступают изнутри дома тоже. И теперь мы немного расплачиваемся за это. Вот почему сейчас мы так сосредоточены на решении этой проблемы. И немного переосмысливаем, как мы разрабатываем игру в этой среде живого сервиса, и чтобы такие вещи больше не происходили. Есть много областей в разработке, где мы ужесточаем наши процессы, чтобы разрабатывать игру более ответственно. Так что, надеюсь, патч, который только что был выпущен, игроки смогут согласиться, что это шаг для нас в правильном направлении. Мы будем повторно внедрять, как и запланированные обновления контента, которые у нас уже есть, мы постараемся внедрять их так, чтобы не возникало многих из тех же проблем, с которыми мы сталкивались и которые уже пережили в прошлом. Продолжая тему исправлений, Эриксон сообщил, что студия намерена запустить закрытый бета-тест, чтобы ускорить нахождение недоработок и обеспечить лучший контроль качества. Что касается вопроса о том, когда игра будет исправлена, думаю, я вернусь к тому, о чем говорил в прошлом видео. Есть несколько разных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и ответ зависит от того, о какой именно проблеме идет речь. Что касается частоты сбоев, это прямо в названии, когда вы играете, и вдруг игра вылетает. Многие-то игроки сталкивались с этим, включая меня самого. Почему же происходят эти сбои? Причина в том, что мы проводим обширное внутреннее тестирование и стараемся отловить все такие случаи, но иногда что-то может ускользнуть. Даже один сбой, даже один тип проблемы или, скажем, от 1 до 5, возможно так. Этого может быть достаточно, чтобы значительно повысить уровень сбоев у многих разных игроков. Нам не удавалось должным образом выявлять эти сбои до того, как они происходят. Даже несмотря на то, что мы проводим обширное тестирование, оно просто несопоставимо с масштабом полной игры и всех игроков. Поэтому мы рассматриваем возможность проведения закрытого бета-тестирования с, возможно, 1000 или более игроков. И мы думаем, и я думаю, что этого будет достаточно, чтобы выявлять эти сбои. Потому что даже если какой-то сбой происходит с вероятностью 1 на 100, допустим, мы можем этого не заметить, когда играем, даже несмотря на то, что стараемся изо всех сил. Но если у нас будет достаточно игроков, тогда все эти сбои внезапно смогут проявиться.
В краткосрочной перспективе мы, скажем так, будем проводить более тщательное тестирование. Что касается нового контента, если вы не пропускали мои видео с ответами разработчиков, то безусловно в курсе, что команда студии пока что решила отложить выпуск варбондов и других новинок в пользу работ над фиксами и общей стабильностью клиента. Микаэль поведал чуть больше конкретики по данному вопросу, а также наметил примерные периоды выхода патчей в ближайшее время. Знаете, в любой живой игре всегда будет много багов. И эти баги могут быть, знаете, от легких раздражающих мелочей до серьезных ошибок, которые полностью выбивают вас из игрового процесса. И они действительно портят ваш игровой опыт. Как я уже говорил, в каждой живой игре есть такие баги, и мы стараемся справиться с этим, чтобы дойти до того момента, когда это не будет мешать получать настоящее удовольствие от игры в Helldivers. Сейчас мы находимся на этапе, когда у нас слишком много багов и слишком много серьезных багов. И мы действительно активно работаем над этим. Так что это скорее задача на короткую или среднесрочную перспективу. Скажем так, речь идет о месяцах, чтобы решить эту проблему. Но с каждым новым патчем, который мы выпускаем, наша цель — уменьшить количество накопившихся багов до тех пор, пока это больше не будет мешать получать удовольствие от игры. С последним обновлением, которое мы выпустили, я знаю, что мы сократили количество багов примерно на 200. Конечно, это мало что значит для игроков, которые не знают, сколько у нас всего багов. Если говорить конкретно, допустим, у нас было около 600 багов, и мы исправили 200, то есть мы сократили их количество довольно значительно. И мы продолжим, причем речь идет именно о серьезных багах, так что мы будем и дальше активно их устранять. И я думаю, что игроки должны замечать реальную разницу с каждым новым патчем, который мы выпускаем. И сейчас мы входим в период, я хотел сказать это позже, мы входим в период, когда наша цель — выпускать патчи чаще в течение нескольких месяцев, чтобы продолжать активно устранять подобные проблемы, пока не выйдем на более высокий уровень. Мы собираемся временно замедлить темп некоторых запланированных обновлений контента и функций, чтобы сосредоточиться на качестве сборки. С этим патчем, который мы только что выпустили, мы теперь планируем перейти к периоду более быстрого выпуска патчей, чтобы решить те проблемы, которые мы действительно можем решить за короткое время. Мы планируем выпускать патчи примерно раз в 2 недели какое-то время, а там посмотрим, как долго продлится этот период. А затем мы собираемся вернуться к добавлению нового контента и обновлению функций, то есть к нашему обычному формату работы, где-то, скажем, в ноябре или декабре, примерно в это время. Но все это действительно зависит от того, насколько успешными окажутся эти исправления, которые мы внедряем с помощью патчей, и насколько хорошо мы сможем улучшить наши процессы. Но это не займет больше времени, чем до декабря, хотя я надеюсь, что все получится как можно скорее. Также был дан ответ, почему разработчики не делятся с нами четкой и подробной информацией о графике выхода следующих обновлений с указанием конкретных дат. Есть вещи, о которых, как мне кажется, мы должны говорить лучше, а есть такие, о которых, ну, нам особо не хочется говорить. Так что, если говорить о категории того, о чем мы хотим рассказывать, обновляя игру, чтобы решить все те проблемы, о которых мы сегодня говорили, я думаю, что нам стоит лучше рассказывать о том, когда это произойдет, чего игроки могут ожидать и так далее, потому что это на самом деле не спойлер. Если мы можем сказать, ну, когда у нас есть реальная уверенность, что да, мы знаем это, мы работаем над этим обновлением, которое, например, уменьшит размер файлов. Нет ничего плохого в том, чтобы взять на себя такое обязательство и сказать, что, по крайней мере, в этот период времени вы можете ожидать такого рода обновления. И мы также могли бы говорить о конкретных вещах, например, о военных облигациях или даже о контенте с новыми функциями. Мы могли бы потенциально рассказать, например, о инициативах Суперземли, если мы немного углубимся в игру, о которых игроки вполне могли бы узнать. Потому что в рамках вселенной и логично, что вы бы об этом знали. Например, о новых транспортных средствах, которые производятся. Это было бы логично. Как главный десантник вы должны об этом знать, верно? Но когда речь заходит о том, что делают враги, мы любим воспринимать игру как вселенную, как живую вселенную, где может произойти что угодно. Вот так мы к этому относимся, и для нас это очень важно. Поэтому мы не хотим рассказывать обо всем, что планирует враг, потому что это немного испортит впечатление. Такие вещи мы не хотим, по крайней мере сейчас, включать в дорожные карты, потому что это противоречило бы нашей основной философии воспринимать эту вселенную как живую, как непредсказуемую вселенную, где действительно может произойти что угодно.
У нас также есть множество амбициозных планов относительно того, что мы хотим сделать с игрой, в каком направлении ее развивать, как обновлять истории, которые мы рассказываем, сделать их более интерактивными, дать игрокам больше свободы действий, еще больше развить функционал нашего игрового мастера и так далее. Многие из этих планов, которые у нас есть, и задержка обновлений контента ради того, чтобы сделать игру более производительной, это, конечно, неприятно. Потому что, конечно, в идеале мы бы никогда не оказались в такой ситуации. С самого начала мы могли бы просто продолжать развивать игру и удивлять, радовать наших игроков всеми этими, знаете, очень захватывающими новыми главами Helldivers. Поэтому я ценю, что есть игроки, которые поддерживают нас в этом и терпеливо относятся к тому, что мы сейчас проходим через все это, чтобы мы могли прийти к лучшему положению, в котором сможем продолжать выпускать все запланированные обновления. По поводу изменений вооружения и философии баланса в целом, Микаэль считает, что этот процесс не может происходить без прямого диалога с сообществом адалазов. Когда мы продолжаем добавлять что-то в игру, новых врагов, новые окружения, новое снаряжение и так далее, игроки будут на это реагировать. Мы всегда стараемся оставаться верными своим намерениям, а дальше посмотрим. Мы много тестируем, много общаемся с нашими игроками, чтобы узнать их мнение. Это как постоянный диалог. В этом патче, который мы только что выпустили, Ленард и Никлас — настоящие воины баланса в игре. Они внесли кучу изменений. Я уверен, что часть из того, что мы сделали, очень порадует некоторых игроков. Другие, возможно, будут не так довольны по другим причинам. Посмотрим, к какому результату это приведет. Я думаю, что мы сделали большой шаг в правильном направлении. Что касается сообщений о проблемах с комплектующими, вплоть до их поломки, которые якобы возникают из-за античита Helldivers 2, Эриксон высказался так. Когда я об этом услышал, я немного испугался. И я обратился ко всем, кому доверяю, и спросил, есть ли в этом хоть какая-то правда. Может ли такое вообще произойти? Пока у нас нет причин полагать, что это произошло из-за Helldivers, но мы разбираемся в этом и действительно тщательно все проверяем, чтобы понять, есть ли в этом хоть какая-то правда. Это все, что я могу сказать. И сейчас я не могу сказать ничего больше. И также вы не должны полагаться только на мои слова, не стоит доверять только мне. Потому что, вероятно, я меньше всех понимаю, как это на самом деле работает, особенно в техническом плане. Но я знаю, что мы разбираемся в этом, и пока у нас нет, мы не видим никаких признаков. Что это связано с нашей игрой? О ходе работ по решению некоторых главных проблем игры, таких как производительность и увеличение FPS, Микаэль поделился следующим. В целом, когда речь идет о производительности, вы можете быть ограничены либо видеокартой, либо процессором. Это просто значит, что разные вещи могут вызывать проблемы с производительностью. И снова, когда мы говорим о производительности, мы имеем в виду, например, количество кадров в секунду. Итак, например, один из способов улучшить производительность может быть, например, размеры текстур на врагах, оружии, окружении и так далее. Но это не та проблема, с которой мы сталкиваемся. Проблема, с которой мы сталкиваемся, связана, например, с искусственным интеллектом врагов, их поведением, количеством активных врагов, а также тем, как они взаимодействуют с миром и игроком и так далее. Проведенные нами исследования показывают, что те трудности, с которыми мы сталкиваемся, требуют довольно серьезной переработки того, как мы все строим. Не знаю, отвечает ли это на ваш вопрос, но именно этим мы сейчас занимаемся. Добиться действительно больших успехов очень быстро — это сложно. Поэтому мы оптимизируем все. Мы оптимизируем, по сути, каждый объект в игре, чтобы улучшить производительность, но получаем лишь незначительные улучшения, ничего кардинального. Одновременно у нас есть, например, программисты, разработчики, инженеры, которые работают над улучшением этих систем и их структуры. Когда проблема будет решена, тогда можно будет увидеть действительно значительный скачок в производительности, если это понятно. Так что на это потребуется еще немного времени до того, как мы сможем добиться здесь каких-то кардинальных улучшений. В игре уже есть большое разнообразие окружений, врагов, миссий и так далее. Некоторые из них довольно хорошо оптимизированы, а в других можно заметить довольно значительные просадки кадров. Например, у нас есть разные городские локации, например, суперплотные города против ботов. Это один из самых проблемных случаев. Так что если вы сейчас играете в этой локации, весьма вероятно, что вы столкнетесь с серьезными просадками кадров, которые могут негативно сказаться на вашем игровом опыте. А что касается исправлений производительности, которые мы делаем, хотя мы уже внесли некоторые улучшения, я бы не сказал, что это кардинальные изменения. Мы говорим примерно о среднем увеличении производительности на 2 кадра в секунду во всех локациях. И даже это потребовало больших усилий от многих наших разработчиков. Но мы уже рассматриваем другие варианты, которые рассчитаны на более долгосрочную перспективу и
как мы считаем, могут дать действительно значительный прирост производительности. Но по этой теме, по поводу производительности, я бы сказал, что игрокам не стоит ожидать кардинальных улучшений ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Но улучшения будут происходить постепенно и, вероятно, где-то в начале следующего года. Я не хочу называть точную дату, потому что мы сами пока этого не знаем. Но ожидаются довольно значительные улучшения. То есть мы надеемся на начало следующего года. Множество вариантов решения проблемы большого объема файлов ПК-версии игры, по словам гейм-директора, в данный момент обсуждается технической командой. Одна из горячих тем для нашего сообщества, а также внутри компании, да, это размер файлов на ПК. Размер файлов на ПК сейчас, как вы знаете, неприемлемо большой. Наш заместитель технического директора Брэндон написал об этом блогпост, где рассказал, почему размер файлов изначально такой большой. Он составляет где-то около 140 гигабайт, что-то в этом роде. И это странно, потому что на Xbox размер файла снижен до примерно 30 с лишним гигабайт. Так что как это вообще объяснить? Я не хочу вдаваться в технические детали, потому что могу что-то перепутать. Но по сути мы используем другой метод для ПК. Я бы сказал, что игра должна быть играбельной и приносить удовольствие как тем, кто устанавливает ее на механические жесткие диски, так и на SSD. И вот именно поддержка механических жестких дисков — это немного сложный момент. Есть игры, которые не поддерживают это именно по этой причине, потому что приходится, например, дублировать файлы и так далее. Поэтому мы рассматриваем разные варианты, изучаем возможность выпуска отдельных патчей для игроков с механическими жесткими дисками и для тех, кто устанавливает игру на SSD. И если это получится, теоретически мы могли бы сократить размер вдвое. Посмотрим, как все будет на самом деле. Но здесь действительно есть варианты для значительных улучшений, чтобы просто уменьшить размер установки на ПК. И я уверен, что в следующий раз, когда мы будем делать что-то подобное, мы расскажем больше. Но, по крайней мере, я хочу, чтобы все знали, мы этим занимаемся. И я согласен, что сейчас размер действительно немного выходит за рамки допустимого. Помимо этого, Микаэль рассказал, почему студия зациклилась на использовании старого игрового движка Stingray и не может перенести проект на более современную технологию. Решение использовать Stingray было принято много лет назад. Изначально предполагалось, что это будет, игра на 2-3 года. И с каждым годом, когда выход откладывался, а разработка длилась 8 лет, каждый год после второго или около того, тогда уже шли разговоры вроде, может нам сменить движок, но всегда было так, мы же скоро выпустим игру, так зачем нам что-то менять? В этом же нет смысла, правда? И так продолжалось из года в год, вплоть до 8-го года. Так что мы просто загнали себя. Я не скажу, что мы закапывали себя все глубже и глубже, потому что у движка есть много плюсов. Но это, в общем-то, причина, почему мы оказались там, где мы есть. А сейчас с игрой такого масштаба переход на новый движок это огромный проект. И я также хочу сказать, что сам движок не такой уж и плохой. Как я уже говорил, у него действительно есть куча преимуществ. Так что внутри компании все еще есть много людей, которым действительно нравится этот движок, им нравится с ним работать, и они хотят продолжать его развивать. И знаете, я должен также сказать, да, мы действительно улучшаем этот движок. Мы тратим довольно много времени и усилий на то, чтобы сделать этот движок лучше и удобнее для наших разработчиков, потому что есть и такие разработчики из Arrowhead, которые будут это слушать, и у которых нет такого же позитивного отношения к работе со Stingray и к Stingray в целом. И я это понимаю, потому что сам тоже много работал со Stingray. Не знаю, ответил ли я на вопрос, но, знаете, мы этим занимаемся. И мы будем продолжать развивать это и убедимся, что сможем реализовать все наши амбициозные планы с этим движком. Другую интересную тему, а именно сам процесс разработки и взаимодействия участников команды, тоже обсудили. Создание игр включает в себя множество разных этапов и участие многих людей. Для начала нужно спланировать будущий контент, и это планирование может занять много времени и потребовать участия многих людей. Когда вы планируете, вы как бы взвешиваете разные варианты. Знаете, у нас есть все эти разные потребности, которые мы выносим на обсуждение, а потом мы, можно сказать, начинаем спорить по этому поводу. Может, не спорим, а скорее устраиваем мозговой штурм, и мы, знаете, придумываем какой-то план. У нас есть команды очень талантливых и увлеченных разработчиков всех специальностей, которые вместе работают над тем, чтобы воплотить эти планы в жизнь. Некоторые вещи они могут сделать самостоятельно, а для других им нужна помощь и поддержка других, чтобы все это реализовать. Затем в конце этого процесса, когда у тебя есть что-то, что ты создал, протестировал и считаешь, что это действительно хорошо работает, ты отправляешь это, не отправляешь, а скорее проводишь период контроля качества, так можно сказать, в ходе которого ты проверяешь, соответствует ли то, что ты сделал, тем стандартам, которые мы установили.
Мы считаем, что сможем достичь здесь своих целей, нам весело играть, мы играем вместе и смеемся вместе. Есть и такие моменты, но здесь также есть технические детали. И когда ты называешь это контролем качества, тебе нужно пройти весь процесс одобрения и провести все необходимые тесты, знаешь, убедиться, что ты заметил все неприятные баги, сбои, учел влияние на производительность и все такое. Это просто сложная головоломка. И в конце концов, по завершении этого процесса ты выпускаешь это для игроков, и они могут это испытать. На самом деле, на каждом из этих этапов что-то может пойти не так. На этапе планирования мы заметили, что не учитываем должным образом все зависимости и все сложности, с которыми можем столкнуться при реализации этих утвержденных планов. На этапах разработки существует слишком много зависимостей от людей, которые создают, я не скажу излишне сложные процессы, но есть области, где мы действительно можем ужесточить процесс. А затем, конечно, часть, связанная с обеспечением качества, как игроки уже заметили, иногда мы выпускаем обновления с ошибками, о которых даже не знали, которые вызывают резкие всплески сбоев. А затем весь процесс сборки и выполнения всех необходимых сертификационных проверок. Здесь у нас тоже есть проблемы, даже просто при создании сборок, чтобы убедиться, что мы получаем их вовремя. Это тоже то, с чем мы сталкиваемся, и причин тому много. Так что, когда мы говорим о процессе, хорошо, каков краткий итог всего этого? Ну, мы буквально рассматриваем все под микроскопом, знаете, везде. И мы спрашиваем себя, что именно мы делаем такого, что вызывает все эти проблемы. И какие, так сказать, самые важные области, которые действительно требуют улучшения. И в результате мы немного замедляемся, чтобы яснее увидеть, где именно что-то ломается. И надеюсь, когда мы с этим разберемся, мы сможем, знаете, найти правильный темп, который будет, который позволит нам предоставлять контент, функции, впечатления и истории игрокам так, чтобы не возникали эти проблемы. На этом, собственно говоря, и закончилась вторая часть конференции с гейм-директором Arrowhead. В следующей части пообещали позвать некоего загадочного гостя. Возможно, это будет сам Йохан Пилстед, который поведает нам о своей текущей занятости, а возможно и о следующей игре студии, или же директор по продукту, с которым будет обсуждаться финансовая часть проекта. В любом случае, я обязательно выделю наиболее важные моменты из этого интервью и покажу их вам в одном из своих следующих видео, так что не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить важную и интересную информацию. Главное событие последних дней, наша контратака в мир Улей и освобождение Ашане приняли неожиданный оборот. Из плюсов, даже после сбора чуть ли не всей жучиной братьи вместе с самим лордом Улья, который выполз из своей норы на подмогу собратьям, и повышение сопротивления врага до космических 8%, нам удалось выполнить дополнительный приказ – содрать панцирь с 50 тысяч тех самых лордов, в результате чего мы уронили сопротивление до приемлемых 4,5%. Но ничего не дается даром. Взамен на это нам пришлось пожертвовать состоянием демократической космической станции, которая оказала несоизмеримую помощь в нашем наступлении. Из-за пагубного воздействия спор мрака защитное покрытие станции серьезно пострадало, и нам был дан выбор: до талого держать ДКС на Ашане, а потом мириться с последствиями, либо же восстановить антиспоровое покрытие, временно отправив станцию на Карлию. Благо, все поняли серьезность исхода и выбрали правильный вариант, что хоть и лишило нас поддержки на Ашане, зато не на столь долгое время, как если бы станцию пришлось полностью ремонтировать. Даже в отсутствии ДКС процент освобождения перебивает текущее сопротивление жучар. Зачистка данного рубежа от недемократической скверны идет в положительном направлении. Главное не повторять своих ошибок и руководствоваться наставлением командования. Взять мир Улей любой ценой. Далее мы, как обычно, переходим к обзору товаров супермагазина и личного приказа на ближайшее время. Первая страница ассортимента супермагазина связана с прошлым боевым пропуском «Слуги Свободы». В ближайшие сутки можно приобрести легкую броню и Е-57 «Адская решимость» с пассивной способностью «Взрыв после смерти», а также тематический плащ и карточку игрока. Для любителей ближнего боя есть неплохой боевой топор. Личный приказ на ближайшие сутки – успешно эвакуироваться, добыв обычные образцы. Пробил час нашей постоянной рубрики «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Первым на сегодня стало сообщение от Дениса Матвиенко. Разработчик Стрелоголовых пришел домой и хочет кушать. Разработчик: «Милая, ужин готов?» Жена: «Не могу это подтвердить, не опровергнуть». Вот так и рождаются новые одолазные мемы. Но этот факт, конечно же, не получится ни подтвердить, ни опровергнуть. Следующий комментарий от ДРН. Короче, итог стрима. Мы не знаем, наверное, следите за новостями.
возможно. Не считая моментов, где разработчики не палились своими переглядками и намеками, а также прямого подтверждения некоторых новых вещей, да, ответ «следите за новостями» был самым универсальным. И последний на сегодня комментарий от Автоматона. Я слышал, что на Киберстане настолько плохо с шатунами-заводами, что они делают их надувными. Неудивительно, что Автоматон что-то там слышал на Киберстане, но это не отменяет факта очередной кражи железнозадами наших идей. Мы уже несколько лет подряд используем надувные фигуры генерала Браша при праздновании Великого Дня Свободы. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.